Привет! Сегодня мы доберемся с вами до национального парка Каосок, арендуем лодку и прогуляемся по озеру Чеолан. Итак, расстояние от Пхукета до национального парка Каосок всего 126 километров, где-то около 2 часов езды на автомобиле. Подъехать к озеру можно не везде. Нашей точкой была парковка у этого сложно произносимого места. Парковка здесь стоит всего 40 бат за день. Каосок – национальный парк, один из крупнейших национальных парков на юге Таиланда. Он известен тем, что в нем сохранился очень древний тропический лес, который насчитывает миллионы лет в своей истории. Главная достопримечательность национального парка Каосок – его большое водохранилище Чеолан. Давайте прогуляемся до кассы и узнаем, сколько же нам выйдет все это удовольствие. У входа есть мини-рынок. Здесь можно купить фрукты, всякие пляжные штучки, шляпки, кепки. Стоимость посещения парка составляет 300 бат для взрослого. Аренда лодки стоит 1700 бат за 2 часа. В лодку помещается до 10 человек. На стойке информации мы обговорили весь план поездки, выбрали места, которые хотим посетить. В итоге, наша с вами экскурсия будет продолжаться практически 5 часов. Будет 2 остановки с возможностью искупаться. Стоимость всей экскурсии составит 4300 бат. Если вы не готовы сегодня платить за экскурсию, просто поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Выбирайте маршрут внимательно. Озеро простирается на площадь 165 километров. И чтобы посмотреть все, понадобится очень много времени. Что лучше всего взять с собой в дорогу? Конечно же, это вода, обязательно головные уборы. Также, если вы выбрали маршрут с остановками на купание, возьмите с собой полотенце. А еще мы плавали более 4 часов и значительно проголодались. Пришлось покупать перекус в местах остановок, в плавучих отелях. А там, как вы понимаете, было совсем недешево. И вот оно, наше судно. С нами на лодке, естественно, матерый капитан, который не говорит по-английски. В лодке есть спасательные жилеты, надеюсь, не пригодятся. Озеро с прозрачной бирюзовой водой окружено известняковыми скалами и густыми джунглями и является домом для сотен видов животных, включая малайских медведей, дымчатых леопардов, тапиров и диких слонов. На берегу озера нет привычных для нас отелей, ресторанов и магазинов. Остановиться здесь можно только в плавучих домиках. В этом месте, на удивление, очень мало туристов. Есть возможность отдохнуть от всей этой суеты, почувствовать себя в единении с природой. У нас останется много впечатлений и красивых фотографий на память. С момента своего строительства в 1987 году озеро Чеолан совершенно не пострадало от загрязнения, и его охраняют сообщества и организации, которые ценят как его красоту, так и функциональность. Потребовалось около года, чтобы полностью затопить бассейн площадью 165 километров. Да, вы не ослышались, озеро Чеолан – рукотворное произведение искусства. В 80-х годах Управление по выработке электроэнергии Таиланда исследовало преимущества плотины на реке для создания гидроэлектростанций в регионе. Строительство гидроэлектростанций был смелый шаг, который окупился для страны, в то время, когда гидроэлектроэнергия не была так распространена, как сегодня. Кстати, долина была затоплена в 1987 году, в результате чего 5 деревень были эвакуированы из района, который сейчас является озером Чеолан. Дома, школы и храмы этих деревень теперь покоятся на дне озера, собственная Атлантида Таиланда. Были предприняты усилия по спасению сотен животных, перемещенных в результате наводнения. Жертв было намного больше, чем спасенных. Затопление долины считалось разрушительным событием для дикой природы национального парка Каосок. Средняя глубина озера составляет около 40 метров, а самая глубокая точка озера оценивается примерно в 90 метров. Визитной карточкой озера Чеолан являются 3 скалы в бухте Гуилин. О них существует легенда, что когда-то было 3 братьев, которые соревновались друг с другом, чтобы завоевать благосклонность принцессы. Наша первая остановка в плавучих домиках. Здесь можно покормить рыбок, они будут вам очень рады. Корм можно купить прямо здесь.
Отель, естественно, находится далеко от шумных дорог, и если вам нужны захватывающие пейзажи, встречи с дикой природой, походы в джунгли, катание на каяках по спокойным водам, тишина и покой, то вам сюда. Номер в таком отеле вам обойдется примерно 1500 бат в сутки. Увидев данную красоту, мгновенно захотелось тут остаться. Но пообщавшись с постояльцами и заглянув в аскетичные номера, мы поняли, что как-нибудь в другой раз. Многие жильцы сравнивали плюсы и минусы проживания в плавучих отелях, и из плюсов назвали только шикарные виды, а уже из минусов жизни – неустойчивые конструкции номеров, отсутствие шумоизоляции и приличные цены на еду и интернет. Здесь у нас есть время искупаться и перекусить. И снова в путь. Наша вторая остановка в плавучих домиках. Благодаря расположению в центре озера, гости отеля могут оценить шикарный панорамный вид. Отель сочетает в себе тайское гостеприимство и роскошь. Как вы понимаете, это удовольствие не из дешевых. Номер в таком месте стоит около 15 тысяч бат в сутки. И тут нам стало интересно, какие есть отзывы о данном месте. Как и везде, есть свои минусы. Интернет совсем не ловит, гостям предлагают воспользоваться интернетом от отеля, который бесплатно использовать можно всего час, а дальше 1500 бат в сутки. В ресторане все намного дороже, чем мы привыкли в Таиланде. Из плюсов отличный вид, плавучий бассейн, байдарки и экскурсии в пещеры. Нагулявшись, мы вернулись на наше судно, и наш капитан доставил нас обратно до захода солнца. Так что у нас еще осталось время доехать до классного вьюпоинта поблизости. Обязательно покажу в следующем выпуске.